Всем привет! Бесконечно можно смотреть на несколько вещей. На то, как горит огонь, льется вода и на то, как работает другой человек. Я хочу предоставить вашему вниманию проект восстановления ВАЗ-2109. Это мой автомобиль, в моем пользовании он уже 6 лет, и за это время он изрядно пострадал. В принципе, для моего канала это экспериментальный проект, потому что таких серьезных проектов я не делал никогда. Автомобиль будет восстанавливаться, подмечу, что не реставрироваться, а восстанавливаться, потому что реставрация это нечто иное. Давайте вкратце расскажу, что будет сделано. Во-первых, автомобиль будет делаться полностью своими руками. Кузов будет восстанавливаться локально, то есть не полностью. Красить полностью я его не буду. Также у автомобиля есть проблемы с двигателем. Я думаю, что мы будем его менять. Также, что немаловажно, навыков по ремонту автомобиля у меня немного, потому что я этим в принципе не занимаюсь. Особенно ремонтом кузова. И некоторые вещи, особенно по покраске, будут делаться впервые. Поэтому прошу вас отнестись к этому с пониманием. Также весь ремонт будет проходить в достаточно колхозных условиях, и поэтому не будет ни гаража, не будет никаких условий для покраски. Все будет делаться на улице, прямо под открытым небом. Естественно, из-за этого меня будет ждать ряд неприятностей в виде погодных условий, в виде косяков по кузову. Изначально я планировал вообще делать это без каких-либо инструментов, то есть красить автомобиль с баллончиков, но позже придется все-таки что-то подкупить, что-то найти, что-то взять. Автомобиль я начинал делать еще в конце марта этого года, поэтому был сезон дождей, и как раз я в них попал. Позже вы увидите фрагменты видео, которые я вставил, где идет дождь. И после дождя, как только я зачистил металл, он сразу же через 5 минут ржавел, что увеличило сроки работы, потому что мне приходилось несколько раз перечищать металл. По трудозатратам на это дело ушло где-то 2 недели, плюс ушло достаточно приличное количество денег, по моему мнению. Я думаю, общую потраченную сумму я скажу в конце видео. Так что можно сказать, что данный ролик в принципе обошелся мне достаточно дорого, как по трудозатратам, как по деньгам, так и по времени. К монтажу этого видео подошел достаточно ответственно, и поэтому я очень надеюсь, что вы поддержите меня. Насчет второго канала, кто смотрит мои ролики, я обещал сделать второй канал, где я буду размещать подобные видео. Но, к сожалению, этого делать не стал, потому что есть ряд факторов, которые не позволяют мне это сделать. Это еще огромные трудозатраты. В общем, это неинтересно и не ликвидно. Я просто-напросто с моей нагрузкой, так как у меня есть еще и работа, и семья, и прочее, я не могу вести 2 канала. Поэтому я буду все вести на одном канале. Я надеюсь, что есть люди, которым нравится мое творчество, и я очень прошу вас поддержать данный ролик. Я сейчас сразу рассказал вам некоторые нюансы, чтобы вы могли смотреть ролик без особых моих комментариев. В конце ролика мы просто подведем небольшой итог. Ну а пока приятного вам просмотра. Давайте рассмотрим, что можно найти в бардачке владельца АвтоВАЗа. Так, запчасти, детали, кнопочки разные. Открываем пепельницу, здесь запчасти, детали, лампочки. Нормально, идем в багажник. Опачки! Запасной двигатель. Ввожу двигатель запасный, при вождении опасным. О, штаны. Сцепление, корзина. Вот так вот живет владелец АвтоВАЗа.
Давайте подведем небольшой итог. Только что вы видели проведенную мной работу по восстановлению этого автомобиля. Сейчас он на полном ходу. В принципе, в нем еще есть косяки. Это, например, необходимо еще заменить багажник. Как вы видели, полностью красить я его не стал, потому что не преследовал такой цели. Моя задача была убрать полностью с него гниль. Заменили двери, как вы видели, заменил порог один, второй покрасил, восстановил, полностью обработал внутри порогов.
И по итогу мы можем видеть и мои достижения, и мои ошибки. Еще раз повторюсь, я делал это в первый раз, поэтому не судите строго, я насчет покраски. Ну и в общем как-то так. Автомобиль приобрел новый двигатель, по кузову теперь нет никаких косяков, то есть ржавчины и коррозии, за исключением багажника. Его я заменю позже. Возможно, будет вторая часть этого проекта по окончанию ремонта этой девятки. Из косяков, значит, немного не попал в цвет. Возможно, это видно сразу на автомобиле. В принципе, покупал краску по коду АвтоВАЗа. Это Афалина 324 или Афалина, не знаю, как правильно. И один из самых главных косяков, который меня бесит самого, это то, что я не покрасил задние двери по кантик. Следовало сделать именно так. Именно поэтому мне теперь придется еще раз перекрашивать задние двери. Также автомобиль приобрел красивые симпатичные диски на 4 спицах 14 диаметра. С ними тоже пришлось повозиться, потому что они были убиты, и, как видели, в них была трещина. Есть еще небольшие проблемы по подвеске, есть проблемы по навесному на двигателе, то есть там генератор нужно перебрать. В общем, все я это буду делать и выкладывать на канале, если этот ролик зайдет. А я очень надеюсь, что он зайдет, потому что здесь вложено большое количество трудов. 2 недели личного времени, 60 тысяч рублей ушло на ремонт, не считая работы, потому что делал все сам. За исключением того, что друг помог приварить порог, потому что сварочного аппарата у меня нет. Также увидели, что мне пришлось купить эксцентриковую шлейф-машинку, на которую ушло у меня тоже 5000 рублей, и я не включаю это в стоимость работ. Вы видели, что я начинал красить тот порог именно с баллончиков, но позже понял, что это будет очень дорого, потому что баллончики намного дороже, чем краска на развес. Именно поэтому я взял у друга компрессор. Ну и в принципе на этом хочу закончить. Надеюсь, что вы поддержите этот ролик как только можете. Можете репостнуть, можете поставить лайк. Ведь этот ролик я делал для вас. Именно для вас. Я надеюсь, что я сделал его максимально красиво, максимально четко, насколько у меня позволили мои возможности, потому что у меня даже нет нормальной камеры, я снимал все это на телефон. Ну как-то так. Всем пока, спасибо за внимание, еще обязательно увидимся.